А знаете, почему я сейчас с пауэр-станции стою? Все очень просто. Вот этот вот лозунг «дебильный темнота, друг молодежи» уже, честно говоря, достал. Я понимаю, что темнота помогает улучшить демографическую ситуацию, но я уже не в том возрасте и стер уже все там к чертовой матери, поэтому лучше пускай уж будет светло дома в моменты отключений, либо в моменты каких-то поездок на дачу, либо в моменты путешествий. Короче, это All Powers S200 тысяч, боже, это уже куда-то в какие-то будущие модели. S2000 Pro на канале Технозон. Вот она подъехала. Очень хорошая, с правильной синусоидой. Да, это литиевая батарея, скажем так. Но при этом это почти 1,5 киловатта емкости. Это 2,4 киловатта мощности, а суммарной мощности 2,7. И что самое интересное, что ее можно заряжать и от 220, и от машины, и от солнечных панелек, которые мы сегодня, кстати, тоже потестируем. И плюс у нее есть режим UPS, и она очень-очень безопасная, с учетом ее вот этих всех BMS-инверторов и всего остального. Отличие от, допустим, литий-железофосфатных батарей, да, литий-железофосфатные батареи, как считается, безопасней, как считается, долговечней, но вес. Вот эта штука, она легче намного, в расчете на емкость она дешевле, но при этом она не менее безопасна. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас перейдем с вами, посмотрим ее стоимость, но перед этим, конечно же, подпишемся, нажмем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ссылки на пауэр-станцию и промокод Технозон на 10% скидки разместил в описании под видео. Там я дальше расскажу, как заказывать можно некоторые лайфхаки из Германии. И именно из Германии это очень хороший вариант, потому что там очень много различных сертификаций требуется для подтверждения безопасности. Потом мы потестируем UPS, мощность и сделаем с вами выводы. Перешли. Ну что, распаковочка пауэр-станции. Мы ее только что открыли. Смотрите, как проверить оригинальность коробочки. У нас, во-первых, пластиковые такие ручки. У нас есть пометка, что это аккумулятор. И есть пометка вот с SKU и пак-листом. Это что касаемо All Powers. Сверху у нас сразу гарантиечка. Смотрите. Все здесь есть, и инструкция, и гарантия, все, что вам необходимо для, скажем так, эксплуатации. Ну вот откидываем это, вот гарантийный талончик. Вот, пожалуйста, у вас есть... Да, отвечают, я обращался по поводу настройки. Помнишь, когда мы покупались, она у нас стояла очень долго, а потом мы не знали, как ее зарядить. Они нам сказали, что надо сделать, как включить, и все у нас зарядилось отлично. Они ответили очень быстро. То есть сервис работает, отвечают быстро. Открываем. Смотри, что у нас здесь. У нас есть сумочка. У нас есть сумочка конкретно для этой пауэр-станции. Дождевичок вот такой вот. Смотри. Да, мы можем ее засунуть в сумочку и носить. Потом поснимаем вам. Да, у нас есть вот сумочка с аксы. Есть кабель питания для зарядки из автомобиля. Обязательной зарядки для зарядки из автомобиля. У нас есть кабель вот такой вот питания AC220 и сама пауэр-станция. В отличие от литий-железофосфатных батарей, литий чистый легче. Легче конкретно пауэр-станция здесь 1,5 киловатта, она будет легче, чем R1500 на литий-железофосфате. Это понятное дело. У нас есть 4 свинки Пеппы, пожалуйста. Вот таких вот 220 с правильной синусоидой, максимально 10 ампер. У нас есть DC 12 вольт, это конкретно автомобильная зарядка. Можно заряжать, можно получать от автомобиля. У нас есть разъем XT60 для солнечных панелей, либо для зарядки от автомобилей. Есть 4 USB Type-A с 18-ваттных и 2 100-ваттных Type-C. Также у нас есть экран. Вот, мы его включили. У нас есть входная мощность, выходная мощность. Есть включить блок розеток. И есть включить блок вот этот вот DC вместе с USB-шками. Если зажать блок DC, у нас появляется Bluetooth для подключения приложения. И, в принципе, когда мы подключим его к 220, уже к розетке для зарядки, при нажатии на AC можем включать и выключать блок именно UPS функцию. Что у нас еще здесь есть? Да, в принципе, охладитель, разъем питания и есть еще один охладитель. Все, кулеры. Больше ничего тут нет. AC, вот это вот S2000 Pro, одна из моих любимых станций, которая мне очень сильно нравится. Давайте уже начнем понемножечку тестировать ее, да? Наверное, с UPS начнем. Все, пошли.
Итак, стоит наша Power-станция ни много ни мало 899 евро, ну фактически 900. И если брать, допустим, сравнивать с R1500, которую, да, там, ну это как бы сейчас золотой стандарт такой средней Power-станции, сейчас ее нет в наличии, должна появиться буквально на днях, но она стоит 700. Но там у нас емкость 1152 ватта, хотя там и железофосфатные батареи, литий-железофосфатные, у нас здесь получается 1451 ватт-час и плюс 2,4 киловатта мощности. Это вот ее преимущество. При том, что эта Power-станция поддерживает практически все те же самые технологии, какие поддерживает R1500. Имеется в виду быстрая зарядка, да, у нас там 1,5 киловатта у нее есть, она спокойненько берет. При этом она выдает 100 ватт на Type-C, 18 и 12 ватт на Type-A, у нее есть DC 12 вольт, зарядка от DC автомобиля, от вашего автомобильного. И плюс есть режим UPS, есть у нас то же самое приложение, и она легче. Да, литиевая батарейка всегда будет легче, чем литий железофосфатная. Легче, ее удобнее носить, у нее есть сумочка. Итак, цена 900 евро, это не конечная цена, потому что я дарю вам промокод Технозон, минус 10%. По ссылке в описании под видео переходите, я разместил специально для вас там ссылочку, и вы спокойненько покупаете с этой ценой, грубо говоря, ну минус $90. Если для жителей Украины, то самый лучший вариант покупать на немецком сайте, и у всех, я 100% уверен, у всех есть знакомые родственники в Германии на текущий момент, да, там 3 миллиона сейчас украинцев сидит, которые могут просто-напросто передать через перевозчика, и тогда никакие растаможки, ничего, это будет самый дешевый вариант. Даже если брать NP Shopping, да, вот Новая почта Shopping или Mist Express, то вам все равно выйдет дешевле, чем то, что предлагают в Украине. Я в Украине их видел до 60 тысяч. Извините меня, это 900 евро, это 41 тысяча на текущий момент, минус еще 10%, минус 400. Это все равно на порядок дешевле, где-то на десятку дешевле, чем купить в Украине. И плюс вы покупаете напрямую, где вот прямая гарантия. В Украине вы покупаете, я знаю, на OLX там что-то пытались, но это все не то. Вот конкретно 10% дарю вам по скидке, по промокоду Техногон. Теперь, что же это за Power-станция? Что они пишут? Ну, здесь на немецком написано о том, что вот эта станция All Powers Monster X, All Powers S200 2000 Pro, представлена в 2020 году. Вот эта версия, которую мы сейчас будем обозревать, это версия 2.0, которая была представлена здесь. Вот она новенькая версия. Честно говоря, намного интереснее. Не будем. Имеет общую мощность 2700, объясню за счет чего. 2400 розетки и плюс 300 ватт у нас еще розетки на DC выдают, суммарную. Поэтому, в принципе, 2,7 она выдаст. Но вы должны понимать, что при емкости 1451 ватт-час, она, ну, как я уже делал обзор на украинском языке, правда, как выбрать себе Power-станцию, например, для блэкаутов, для путешествий, для всего угодного, как рассчитывается. Возьмите каждый ваш прибор, посчитайте, сколько на ней написано ватт, разделите 1451 на это количество и поймете, сколько часов у вас проработает Power-станция. Но здесь они вот даже привели. Допустим, LCD-телевизор 32 дюйма в 13,3 часа. Там 150 ватт холодильник, у вас 6, почти 7 часов. Допустим, что у нас там еще? Электросамокат такой неудачный. Допустим, кофемашина 0,8 часа, но кофемашина будет работать всего пару минут. Сам факт того, что она ее вытянет. То есть вот этот самый прикол. Теперь насчет солнечных батарей. Если у вас стоят 1000-ваттные батареи, то за 1,5 часа она зарядится. Она зарядится от простой зарядки, мы сейчас покажем быстро, за 1,5 киловатта, буквально там меньше часа, ну за час она заряжается от простой розетки от солнечных батарей. Давайте мы сейчас перейдем и посмотрим, как она работает от солнечных батарей. Так, на текущий момент станция подключена к монокристаллической панели. Это монокристалл SF200 от All Powers. Сейчас у нас небо не чистое, оно с облаками. И сколько у нас сейчас потребляет она? Вернее, берет, смотри. 125, 24. Ну, 125. Это с учетом того, что сейчас облачно на улице. В принципе. То есть монокристалл сейчас у нас отрабатывает отлично. Он еще и грязный, кстати. Где-то дождь шел, да, у нас? Да. Ну, мы его протрем, будет еще большая эффективность, но от солнечной зарядки, вернее, от солнечной панели работает отлично. Так, теперь мы смотрим на
зарядку от автомобиля. На текущий момент тут она набирает, я ее только включил. Автозарядочка. Смотрим, все зависит от того, сколько ваша машина выдаст. Ну, у меня тут пиково только что выдала 76 ватт. Вот, пошло набирать. 76 ватт это то, что пиково моя машина. До 100 ватт. Если машина выдаст 100 ватт, то будет 100 ватт, в принципе, давать. 100 ватт она должна выдавать. Ну, вот у меня 75 и в 0 идет. Вот они нам пишут, ну вы увидели, да, тут они нам пишут про интуитивное меню, про количество этих всяких розеток. Это действительно очень и очень удобно. Ее можно купить еще и в наборах. Кстати, советовал бы смотреть с наборами. Вот смотрите, у нас есть наборы с вот этими самыми панелями солнечными. У меня, вот, кстати, я вам скажу, какая у меня. Вот, у меня вот такая вот SF200. То, что я говорил, 200 ваттная, ее можно поставить, кстати, ее можно постоянно держать включенной, объясню, когда она в режиме UPS, питается от, допустим, того же самого 220, подключена батарея, оно дозаряжается от батареи, если надо. Если включается режим потребления от power станции, то у нас происходит следующее, оно берет 200 ватт, отдает не на заряд батареи, а отдает на потребление, плюсует потребление от батареи. То есть оно не дозаряжает в процессе батареи, оно просто уменьшает потребление от самой батареи. Потому что заряжать и потреблять нельзя литиевые батареи. Здесь сделано все по уму. И когда включается потом свет в режиме UPS, она отключает батарею, но батарею заряжает отдельно, а питает то, что вы даете, отдельно. Поэтому это все очень классно реализовано. Они просто-напросто молодцы. Сейчас мы с вами перейдем сразу. Я предлагаю протестировать режим UPS, потому что это очень важная опция, когда вот происходит выключение света, либо, допустим, вы зависите от этого. И, конечно же, для путешествий тоже отличная тема. Давайте так, переходим в UPS, потом мы тестируем с вами мощность. А потом именно мощность протестируем, а потом сделаем результат. Итак, друзья, вы видите и запись с экрана. Я его сразу вижу в своем приложении при включении Bluetooth. Это у нас APS 2000 Pro, вторая версия доработанная. Все включилось, вы видите, у нас все есть сейчас в нашем приложении. Мы можем управлять, смотрите, можем выключать, включать разные модули. Видите, включается, можем переключать 50-60 Гц. Видите, 60 Гц, 50 Гц. У нашей сети 50 Гц, не перепутайте. Также здесь есть индикация того, сколько потребляет данная станция. Для начала я хочу сюда включить телевизор. Давай, нам помогай. Сейчас включается наш телевизор вместе с ТВ-боксом. Объясню, в таком варианте легче всего испытывать режим UPS. То есть мы сейчас, во-первых, проверяем, что оно действительно работает. Во-вторых, режим UPS должны протестировать. И потом уже будем тестировать нагрузку. Кстати, у нас чем мы тестируем нагрузку? А ну-ка, лисица, скажи. Дуйчиком? Дуйчиком, правильно! Жарко. Какой дуйчик? Ну, кондер включили. Что ты сделаешь? Я пока... Вот 47 ватт, да, совпадают данные у нас с нашего приложения. То есть в приложении вы можете этим всем управлять через Bluetooth. Все. Телек, смотрите, что самое интересное. Я думал, что телевизор потребляет мега много. Но на текущий момент вот эти все LCD телевизоры, смотрите, у нас сейчас ТВ-бокс вместе с телевизором потребляет 47 ватт. То есть вы можете от такой пауэр-станции посчитайте, сколько это. Если здесь 1400, почти 1500 ватт, и сколько вам нужно смотреть телевизор. Если даже если вы сюда еще роутеры, если вы еще роутеры запитаете, вы все равно сможете смотреть это часами. Часами, много-много времени. Так, все у нас работает. Мы сейчас включаем наш... это у нас Xiaomi Mi Box. Я выключу запись. Приложение у нас есть, все уже увидели, да? Как мы видим, у нас режим быстрой зарядочки 668 ватт, 700 на текущий момент. То есть я даже это сниму, сколько у нас ватт. Надо переключить HDMI. И скорость зарядки на текущий момент 1500 ватт, то есть 1,5 киловатта. Данная пауэр-станция может зарядиться за 1 час. То есть я сейчас это специально вам фиксирую для того, чтобы вы видели, что у нас есть зарядочка в 1,5 киловатта. Все супер. 1,5 киловатта, спокойно она заряжается. Теперь смотрите, у нас воспроизводится видео. Воспроизводится видео, все сейчас заряжается, отдается одновременно. Как проводится тест на UPS? То, что здесь есть UPS, мы отключаем, у нас все продолжает воспроизводиться.
даже не замечает техника того, что что-то произошло. То есть это подходит, здесь правильная синусоида, это подходит для компьютеров, для холодильников, подходит для тех же самых, допустим, чего у нас там? Для котлов отопления, которые у нас, да, там работают где-то, и котлов нагрева воды. То есть не обязательно отопление, еще и горячей воды. То есть вот эта штука имеет UPS. Очень классная тема. Насчет UPS вы поняли. Если подается обратно ток, да, то есть включается свет у нас. Вот. Все, нам подался свет, переключилась. Пошла зарядочка. Чтобы вы понимали, когда ее можно держать включенной постоянно 100% рабочего времени. То есть она будет пропускать, когда зарядится на 100%, она будет пропускать ток мимо батареи. То есть батарея у вас, да, никак не зависит. И когда вы включили, у вас все воспроизводится, вдруг что-то выключается, оно питает от батареи, а потом, когда включается у вас на зарядку, то оно не берет из батареи вот этот output, а берет конкретно из тока зарядки, и батарея в этот момент вообще никак не участвует, она просто заряжается. Это все безопасно, потому что у нас здесь стоит BMS-инвертор, по сути. Итак, сейчас мы с вами проверяем вообще адекватность этой пауэр-станции в плане соответствия заявленным характеристикам по стандартам зарядки. Так, это у нас QX Charge 3. Сейчас посмотрим. Включаем автодетект. Power Delivery 100 Вт PPS, пожалуйста, показывает 3, 20 вольт 5 ампер, Apple 5 вольт 2,4 ампера, BC 5 вольт 1,5, QX Charge 2 и 3 до 20 вольт, Samsung AFC у нас 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP 40 Вт. Но МТК, я уверен, тоже будет. QX Charge 4 Plus поддерживает, BC 1.2, кроме ОПА зарядок. Он поддерживает абсолютно все. Видно там нормально? Да, было. Да, абсолютно все стандарты зарядки через Type-C. Мы можем с вами попробовать сделать, знаете что, мы можем с вами включить просто-напросто Power Delivery Trigger. Также мы проверяем Type-A обязательно. Давайте включаем, смотрим, какие стандарты зарядки у нас есть. Так, из QX Charge надо выйти, конечно же. Автодетект. Сейчас. Вот так вот, будет правильней. Автодетект. По Type-A у нас идет QX Charge, сейчас посмотрим сколько, скорее всего 12 вольт, да, QX Charge 2 и 3 до 12 вольт, Samsung AFC до 9 вольт, FCP скорее всего 9 вольт, да, 5,9, SCP нет и МТК ждем. То есть вот это вот 18-ваттные у нас Type-A-шечки, вот это вот у нас, нет, смотрите, эти 18, эти 12, а эти 100-ваттные, вот так вот будет правильней. Теперь мы должны попробовать, действительно ли мы достигнем 100 Вт. То есть если 12 Вт и, допустим, там 20, там 18 Вт, у меня нет сомнений, что мы достигнем. Нужно попробовать, как он держит 100 Вт. Для этого мы включаем нашу нагрузку. Где тут наша нагрузочка? Есть. Любимая нагрузка. Включаем Power Delivery Trigger. Все включилось. Включаем 20 вольт 5 ампер. Мы поехали нагонять нагрузочку. Но мы увидим сразу и здесь, должны увидеть. И здесь у нас должно совпадать. Здесь у нас будет показывать с потерями. Так, сейчас он отдает 105. Здесь мы получаем чистые 100 Вт. Чистые 100 Вт. Экран у нас гаснет в режиме энергосбережения. 100 Вт, 117 на обслуживание станции и плюс потери. 100 Вт чистые. По вот этому блоку, а это один и тот же блок DC, этот через инверторы, у нас абсолютно честная пауэр-станция. Здесь мы можем выключать. Теперь слушай, мы сейчас, знаешь, как мы, наверное, сделаем? Мы сейчас включим еще смартфон сюда на быструю зарядку. Пускай он заряжается, там Вт 30 своих. Он должен у нас правильно работать. Все, пошел заряжаться. Пускай он там будет заряжаться там 20, 25 Вт, 30 Вт. Теперь у нас главная проверка. Мое любимое. Дычка. Да, он, кстати, работает. Нам надо включить вот AC. Это у нас штука. Здесь он берет киловатт, здесь он берет 2 киловатта. На киловатте мы с вами, включились. Мы видим, у нас включился киловатт. Смотрите. Все, он спокойненько на розеточке киловатт дает. Мы должны включить двоечку, он должен выдержать пиковую нагрузку. Ты снимаешь? Видно?
Включаем двоечку, смотрим пиковую. 1956, он выдерживает 2 киловатта. Да, ну здесь 2,4 киловатта станция. Пожалуйста, это честная станция, которая работает отлично. Да. Бля, жарко. Лето на дворе, жара. Ну, понятное дело, что в таком режиме она отработает, 31 минуту. Мы должны с вами четко понять, 75% плюс 2 киловатта. То есть это 31 минута. Мы должны правильно, я вам уже рассказывал, как правильно рассчитывать, какая вам пауэрстанция нужна. Но пауэрстанция очень вменяемая, очень прикольная. Ребят, давайте, я готов уже прорезюмировать данную пауэрстанцию. Так что переходим. Слушайте, ну конечно же я рекомендую эту пауэрстанцию. У меня сейчас как раз света нет, но стена светится, ну тотального освещения нет, но стена светится. Знаете почему? Потому что питаюсь именно от этой пауэрстанции. Она безопасная, она с очень быстрой зарядкой и более емкая, чем, например, та же самая R1500. Поэтому вот такая штука. Мои рекомендации, канал Технозон рекомендует, ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.